Александр Григорьевич, пару вопросов. Скажите, как прошел саммит ОДКБ? Как всегда прошел быстро, четко, конструктивно, ни о чем. Вы же сами все видели. Мое выступление было мощным, стол был красивый, лица у всех были умные. Что еще надо? Скажите, почему на саммите не было премьера Армении Пашиняна? Ну, он незадолго до саммита позвонил, предупредил, что его не будет. У него уважительная причина. Какая? Как бы это мягче сказать? Он на шампуре вертел весь наш ОДКБ. Я так понял, был где-то с друзьями на природе и приехать не смог. Но ничего, как видите, нам и без него удалось сделать вид, что это было очень важное мероприятие. Все обратили внимание на то, что после саммита вы с Путиным сели в один автомобиль. Да, только вы же правильно формулируете. Не я с ним, а он со мной сел в один автомобиль. Это важно. Да, конечно. Если не секрет, расскажите, о чем вы там общались? Да о чем вы? Когда нам было общаться? Мы только сели, только за нами дверь закрыли, он мне уткнулся в плечо и давай рыдать. Так сильно рыдал, мы еще со двора не успели выехать, у меня уже весь рукав был мокрый. Он рыдает, я молчу. Я ж понимаю, как ему сейчас нелегко. Я ведь для него не только друг и коллега по диктаторству. В первую очередь я, можно сказать, его психованная личинка. Ой, этот личный психолог. Кто, как не я, его всегда выслушает, поддержит и еще и неплохо на этом заработает. Но речь сейчас не об этом. Ну, в общем, я его так по-отечески приобнял. Говорю: Володя, хватит. Выключай давай уже свой слезоточивый глаз. Успокойся и вытри сопли. Да не об меня, говорю, вытри. Это образное выражение. И перестань плакать, у меня уже ноги мокрые. А там реально этих слез в машине натекло по самую щиколотку. Мне даже дверь пару раз пришлось на ходу открывать, чтобы слить эту соленую жижу. Ну, в общем, где-то через полчаса он наконец-то выключил свою поливалку и говорит: Александр Егорович, родненький, он меня всегда так называет, мне нужен ваш мудрый совет. Как мне уговорить Зеленского сесть за стол переговоров? Я говорю: Володенька, пожалуйста, я ж тебе уже не раз говорил, все, что касается СВО, ты всегда можешь на меня не рассчитывать. А он мне опять: Саня, Санечка, Санечек. Я ему иногда разрешаю себя так называть. Помоги, прошу тебя. Ну и тут я сжалился. Говорю: Володька, Вовочка, Вованчик. Я себе иногда разрешаю его так называть. Говорю: есть один способ. Завтра же садимся на поезд, летим в Киев, если туда поезда еще летают. Приходим в офис президента, садимся за первый же попавшийся стол и ждем до тех пор, пока с нами не начнут разговаривать. Единственное условие – все это ты должен сделать без меня. Согласен, идея рисковая, но ты справишься. А он мне такой: не, Саня, что-то я очкую. А я ж по запаху чувствую, что он не врет. Мне даже окошко пришлось приоткрыть. А сам-то понимаю, что ему уже никакие переговоры-то и не помогут. Украинцам это не надо. Они уверенно перехватывают инициативу. Небо над своей территорией потихоньку закрывают. Море от российского флота потихоньку очищают. Да и на суше много новых сюрпризов обещают. Я вон недавно прочитал в интернете, а я же не Путин, я в интернете умею читать, что на Украине создали первый авиафлот ударных дронов «Космолот Airlines». А это 50 модернизированных БПЛА «Панишер» нового поколения. Быстрые, тихие, устойчивые к рэп, могут залетать в глубокий тыл к врагу. Пиу-пиу-пиу, и вернулся обратно домой. А те, куда прилетело, это пиу-пиу-пиу, домой уже вряд ли вернутся. Короче, я так увлекся чтением про эти панишеры, что даже не заметил, как случайно задонатил на них. А потом заметил и еще раз задонатил. В этот раз не случайно, заметьте. И вы, кстати, тоже можете задонатить. Случайно, не случайно, не имеет значения. Ссылка будет под видео. В общем, ладно, приехали мы с Путиным в аэропорт, я его до трапа провел, на прощание приобнял, а он, знаете, такой холоднющий, как только что из морозилки.
Ну, просто очень холодно было на улице. И он мне снова: так что, как думаешь, получится мне Зеленского за стол переговоров усадить? Я говорю: Володенька, честно, поздно ты спохватился. Тебе пора уже думать не про стол переговоров, а про скамью приговоров. Но тут такое же условие, тоже без меня. Не, ну сами подумайте, кто с ним после того, что он тварь натворил, разговаривать станет? Лично я бы на месте Зеленского с Путиным на одном поле на чемодан не сел бы. А он еще на что-то рассчитывает. Все, извините, мне нужно готовиться к хоккейному матчу. Мы там завтра выиграем 9-4. Приходите посмотреть, там такая интрига будет.